Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Как всегда на моем канале, любой смартфон, который имеет камеру, имеет неприятную особенность. Он всегда снимает вход и всегда снимает выход. То есть сейчас 4К 60 FPS съемка ведется на сам Vivo IQOO 9 Pro. И, разумеется, в этот раз, несмотря на то, что ночь, я решил использовать дополнительный свет. Лампа небольшая, вы видите примерно, как вы сможете снимать с доп. Освещением. Без доп. Освещения примеров съемки, как всегда, в ролике будет просто море. И у этого смарта изначально, как и у Xiaomi, наблюдались проблемы. Но не об этом разговор. Разговор о том, что это самый мощный в мире телефон. Он выбивает более миллиона баллов в Antutu. У него самая крутая стабилизация, которую я видела, а смартфонов у меня было больше сотни за последний год. У него самые нереальные фотографии. У него просто космический экран, 1500 нит яркости, максимальное разрешение. Просто он напичкан всеми видами плюшек. Кроме, я считаю, основных для флагманов. Но об этом вы узнаете позже. Самое главное, что вы должны сейчас уяснить, он нереально круто выглядит, он нереально круто снимает, и пользоваться им кайф. И чтобы никто не говорил, что Саня химичит для того, чтобы сразу смартфон понравился, вот как он будет снимать без дополнительного освещения в той же локации. И мое субъективное мнение, сейчас кадр лучше, но вам решать самим. Смотрим. Сегодня долгожданный для меня момент. Почему долгожданный? Потому что этот бренд я покупаю крайне редко, наверное, это 5-й девайс, смартфон от данного бренда. Я не уверен, что на Авито он у меня потом уйдет, вполне возможно, он будет у меня пылиться. Вау-эффект у тех, кто это дело получал и кто это дело тестировал, меня просто вынудили его приобрести. Напоминаю, что IQOO Z, который сегодня будет на обзоре, я думаю, вы об этом уже знаете, он, к сожалению или к счастью, не представлен на российском рынке, его никто никаким образом не продает. Это корпорация Vivo. Vivo принадлежит BBK. Если вы обратите внимание, конечно же, китаец просто напрягся и подарил мне за 10 центов переходник, не стал дарить за 40 к смартфону, который стоит почти $1000. IQOO 9 Pro. Коллаборация с BMW, потому что сама по себе упаковка интересная, мне нравится их дизайн, мне нравится, что это не просто минимализм, это минимализм с смыслом каким-то, то есть под карбон. Картон перфорированный. Радость есть. Считайте, что я его купил для себя, потому что обзор на такие девайсы никогда не набирает много просмотров, но девайсы сами по себе греют душу, при том, что я стабильно, и я в этом уверен, буду его сравнивать с чем-то. Monster Inside, то есть монстр внутри. Я абсолютно с этим согласен, наверное, 1000 раз уже повторил слово абсолютно, потому что вы сами видите, что это за штука. Да, BBK идет по пути из разряда OnePlus 10 Pro. Они тоже пытались всех удивить. Смотрите, здесь отличие сразу. Наклейки наклеены не на сам смартфон, а на упаковочную бумагу, и я это дело поддерживаю. Очень грамотное решение. Великолепное просто покрытие. Очень похоже на стекло. Скорее всего, оно и есть, но в обзоре, опять же, я об этом расскажу. Сейчас просто распаковка и первые эмоции. Рекламная штучка, инструкция с документацией, барабанная дробь, они запихали сюда даже чехол белый под стиль самого смартфона. Я такое вижу первый раз. Плюс в карму. Ощущение от чехла странное, он слегка топорный с одной стороны, с другой стороны ощущается как дорогой пластик. Посмотрим в течение эксплуатации, как он себя покажет. Следующий момент. Кабель. Кабель толстый. Кабель у нас, разумеется, с поддержкой быстрой зарядки. Длинный, и продавец сэкономил переходник мне убогий послав, а на этом они вообще никак не сэкономили, молодцы. Длинный. Следующий момент — это быстрая зарядка, 120 Вт. Вопрос сразу дня для меня. Я, конечно же, радуюсь, как и вы. Допустим, Black Shark 4, который недавно был на канале, за 15 минут заряжается. Этот смартфон, скорее всего, дольше. Следующий момент. Мы берем ключ для изъятия лотка для сим-карт. 2 симки физически можно запихать, и это хорошо. По сборке вопросов никаких. 212 граммов, высота его 165 миллиметров, ширина его 75 миллиметров. Ух, серьезная заявка на победу. Разумеется, 10,6 миллиметров вместе с блоком камер в ширину, и это прям не совсем верно, потому что почти 11 миллиметров.
Если блок камер считать, телефон сразу же включился без проблем. Мы видим, что здесь нет подбородка, но, к моему сожалению, экран водопад. Я такие не люблю, знаю очень много фанатов такого. Эмоции вау. Вот для примера у меня есть Pixel 6 Pro, и вы скажете, что нет, его же много на Авито. Вот в этом-то и смысл, что его много на Авито, его тяжело перепродать, потому что он идет в стоке с экраном, который не защищен никаким защитным стеклом, и царапается он реально об воздух. По этой причине потом перепродажа крайне проблематична. Я хожу с ним, к слову. И у него есть свои плюсы, свои минусы. Больше, по мне, минусов. И Huawei P50 Pro тоже является в каком-то смысле маркетинговым трупом. Если вы его приобретете, всегда помните, что здесь тот же самый процессор старый. Да, он волшебно снимает, но у него нет Google сервисов. Все это через боль. И, к слову, про операционку Origin OS Ocean. Она сразу же, как у меня пришел телефон, стал обновляться. Телефон сразу на русском языке, шрифт мне не нравится. Я не уверен, что он понравится вам. Я думаю, что они все это дело допилят. Но плюс в карму. В принципе, телефон готов. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянный, это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. А сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о смартфоне Vivo IQ00 9 Pro. Полетели. Поставляется данный девайс в двух расцветках. Это белый и оранжевый. В моем случае, само собой, это белый цвет. Тыльная часть из матового стекла, рамка алюминиевая. Дизайн действительно необычный, даже несмотря на то, что это коллаб с BMW. В руке без чехла лежит удобно и не выскальзывает. Плюс он не собирает отпечатки пальцев, но мы же понимаем, насколько непрактичный белый цвет. С одной стороны, с другой стороны, не знаю, может быть, со временем с ним как раз ничего не произойдет. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что, конечно, фейл, но уже привычно. Далее два микрофона, динамики, один разговорный, один основной. Звучание здесь стерео, так как разговорный выступает еще и в роли основного. И звучание у них практически одинаковое. Сказать, что оно топовое, я не скажу, но хорошее. Правда, не флагманское. Далее мы имеем слот на две сим-карты. Карту памяти запихнуть нельзя, что неудивительно. Виват тебе Huawei P50 Pro, который это дело реализовал, хотя это флагман. Разъем мини-джек не завезли, а вот ИК-порт на борту, за что спасибо и что непривычно. Особенно у корпорации BBK. Смартфон оснащен шикарнейшим дисплеем на 6,78 дюйма. Уже почти просто планшеты стали продавать. LTPO AMOLED с разрешением 1440 на 3200 пикселей. Экран водопад, плотность пикселей более чем достаточно 518 ppi. Яркость 1000 нит и пиковая яркость 1500 нит. Понятно, это в автояркости при ярком освещении на улице летом. При ярком освещении, разумеется, яркости более чем хватает. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. На выбор также есть 60 Гц и автогерцовка. И спойлер, в этом режиме смартфон имеет очень хорошую автономность. DC-диминг в наличии, но его можно включить только в режиме разработчика. И по итогу особо показатели шима не изменяются. Шим без включенного DC-диминга на 100% яркости 34, на 50 32, на минимальной 60, на нуле 18. Я ожидал лучшего от этого экрана, но что имеем, то имеем. Учитывая плотность пикселей, неудивительно, что чем-то пришлось пожертвовать. Автояркость на борту и работает неплохо. Под разными углами тон картинки бросает в холодный оттенок. Always on дисплей на борту, и он здесь полноценный. Далее, мультитач, конечно же, есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает очень шустро, но бывают промахи. Распознавание лица срабатывает стабильно и быстро. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с техпроцессором 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 3 ГГц. И помним, что на данный момент это последний процессор, самый мощный, который есть на рынке в смартфонах. Графический процессор новенький, Adreno 730, но не самый последний. Интерфейс Origin OS Ocean и Android 12 версии, конечно же. Оперативная память LPDDR5, последний, доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. У меня 8. Также виртуально можно добавить еще 4 гигабайта, но это все маркетинг. Внутренняя память быстрая, UFS 3.1 и на выбор 256 и 512 гигабайт. Очень удивительно, что вариантов с терабайтом нет, учитывая, что здесь есть возможность съемки 8К. Странненько. Имеется поддержка
поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, которые нам не нужны, и это нас не особо интересует, во всяком случае сейчас. Сеть мобильную ловит отлично, бенды 7 и 20 на борту. Запись разговоров в стоке и без уведомлений собеседника есть. Ура всем шпионам. Вибра не топорная и мне понравилась, но, к сожалению, не такое топовое, как Xiaomi Black Shark 4 Pro, обзор на который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу, хотя Black Shark вышел мне в 2 раза дешевле. Но она настраиваемая в Vivo и более чем хорошая. Bluetooth версии 5.2 последний. NFC, конечно же, поддерживает Google Pay, он встает без проблем. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo, QZSS и Beidou. GPS-тест на холодную показывает точность 3 метра при условии, что рядом есть высотки. И это, напоминаю, стандартно для этого процессора. Емкость аккумулятора 4700 мАч. PC-марке выдал он отличный результат в 9 часов 2 минуты, осталось 20%. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости. Также я оставил его на автогерцовке при максимальной яркости, и результат был более 12 часов. Вот такая вот магия. Просто топовый смарт. Имеется поддержка быстрой зарядки на 120 Вт, заряжается с 0 до 100% от родного адаптера питания за 32 минуты. При том, что с 0 до 70 всегда у меня заряжался 14-15 минут, чего в принципе вам может быть достаточно. То есть вы за 15 минут можете почти полностью зарядить смартфон. Напоминаю, что Black Shark 4 Pro у меня зарядился один разок за 15 минут на 100%. За час игры в Genshin Impact на максимальной яркости и максимальных настройках графики улетает 25% и нагревается смартфон, к сожалению, до 57 градусов. Вполне возможно, с прошивками это дело допилит, но пока только так. Играть не совсем комфортно, так как присутствуют фризы, и нередко. Дело может быть еще в оптимизации. Процессор-то свеженький. В игре экран после 10 минут потускнел, но ползунок яркости был на 100%. Вот такая вот химия, вспоминаем айфоны. Но на айфонах это происходит быстрее, и тускнеют они сильнее. Беспроводная зарядка есть, и она здесь на космические 50 Вт. Также есть реверсивная зарядка на 10 Вт. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит не совсем с утешительными результатами, а именно 143 гипса минимально, максимально 320 гипсов, в среднем 275 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 1193, в мультикоре 3434, в 3D-марке показал Wildlife 9988, Wildlife Extreme 2612, Wildlife Extreme Stress Test 2577, Wildlife Stress Test 9857, Slingshot Extreme и Slingshot, естественно, на максимум. Плюс программа предупреждает, что мы можем обогнать 99% пользователей. И в моем случае 1% пользователей, которые мы не можем победить в 3D-марке, это как раз владельцы iQOO Vivo 9 Pro, но на 12 гигабайт оперативы, а не на 8. В Antutu в минимальной комплектации, повторяюсь, у меня только 8 гектар оперативы, он выдал 975 тысяч попугаев. Storage Test показал космические 73 тысячи баллов, и это просто нереально круто, потому что по большому счету это то же самое железо, что у Xiaomi. 45 минут стресс-тест прошел, но не идеально. Результаты теста искусственного интеллекта 1 067 000. И это не суперкосмос. Напоминаю, что суперкосмос был у Realme GT, там было 1,5 миллиона. Чудо в Xiaomi Black Shark 4 Pro, обзор на который опять же был вчера. Но это лирика, потому что GT 2 Pro от Realme будет на канале послезавтра. Я думаю, он вас точно удивит, учитывая, что он в 2 раза дешевле, чем этот смартфон. А бренд тот же. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED-вспышкой. Широкоформатная основная на 50 мегапикселей с датчиком Samsung GN50. Да, вы не ослышались, это не Sony здесь. Странненько, правда? Ультраширик также на 50 мегапикселей с углом обзора в 150 градусов и с датчиком Samsung GN1. Последний сенсор на 16 мегапикселей Samsung S5K3P9 с портретным объективом. Оптическая, как и цифровая стабилизация на борту, она здесь космос. Запись видео доступна в максимальном разрешении 8К 30 FPS, также есть 4К 60 FPS, и снимает она без ограничений по времени. 10 минут непрерывной съемки в 4К 60 FPS привело к тому, что смартфон, правда, нагрелся до 50 градусов, но мы теперь в курсе, что на зиму его покупать самое то. Есть же летние смартфоны, допустим, Xiaomi 12X, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12, у которых камеры потеют, а это будет теперь зимний. Фронталка на 16 мегапикселей, находится она в верхней части экрана по центру. Максимальное разрешение для съемки здесь ультра печальное, 1080p 30 FPS. Да, это ужасный фейл. Как по мне, если сравнить Xiaomi 12 Pro, то картинка немного смазанная, в отличие от 12 Pro. И iQOO 9 Pro хорошо прорабатывает темные участки в кадре. Короткие примеры вы сейчас увидите. И напомню, что у iQOO 9 Pro есть стабилизация 4 видов. Плюс есть отключение и включение шумоподавления во время съемки. Вот такая крутотень.
IQOO 9 Pro, и здесь первый, я считаю, фейл, потому что фронталка всего на 1080p 30 fps. За эти деньги ощущение такое, как будто меня опять пытаются вовлечь в бибикеевскую игру из разряда кто дороже и кто хуже сделает фронталку. Ну, плохой я и не назову, вы сами видите, роллинг шаттера нет для 1:30 ночи, учитывая, что здесь снега хватает и хватает освещения, телефон снимает на уровне телефонов за 20-ку, и некоторые даже за 15 могут снимать не хуже на фронтальную камеру, поэтому, ну, хорошо, хорошо, но не супер. То есть, если брать те же Samsung, допустим, FE20, которые сейчас по 28-29, ни в коем случае не подумайте, что я за них топлю, потому что выглядят они на 12, FE-шка конкретно, но они снимают на голову выше и разрешение выше. Поэтому IQOZ, ну, такое себе. Встану, чтобы вы посмотрели, что оно нормально фокусирует все. Только, по-моему, не на мне. Так что дело было не в бобине, а в том, что аппарат в движении или без снимает в маленьком разрешении на фронталку. Но здесь можно делать X2, но нельзя делать 0.5, конечно же, ширика-то нет на фронталке. 4К 60 FPS, я включил стабилизатор, и максимум здесь 8К 30 FPS. Съемка ведется с одной руки. Мне прямо интересно, как будет стабилизировать съемку ночью, тем более данный девайс. Пока претензий к нему 0. То есть я не вижу, чтобы он ухудшал картинку без стабилизации дополнительной. Я обязательно вам покажу, как это дело будет выглядеть. И у меня такое смутное ощущение, что у него началось... То есть, может быть, что-то и потеет. У меня был Realme, по-моему, GT1. У кого была такая беда в первую ночь, он также показывал мутно с основной камеры. Сейчас я попробую отключить стаб и посмотрим, что будет. Отключил стабилизацию, такая же беда. Будем дальше смотреть. Притом при переходе на ширик никаких проблем не наблюдается. Неужели основная камера запотевает так же, как в Xiaomi 12, 12 Pro и 12X? Притом хочу сказать, что на ширик они также снимают данные аппараты в 4К 60 FPS, но единственное, конечно, качество желает как минимум лучшего. Я вижу один утрированно почти сплошной пиксель, то есть такое зерно вместо неба. Уже даже с телефона, я думаю, если смотреть с ноутбука либо телевизора, улыбка будет от уха до уха, притом она будет саркастической. И так и подмывало меня в плохих условиях обстановки также показать фронталку. Почему? Потому что все ругают, допустим, iPhone 13 Pro, Motorola X30. Вот все девайсы, которые я в Доминикане гонял, включая Huawei P50 Pro и Pixel 6 Pro. Но опять же, вы видите, что происходит, когда ты попадаешь в место, где нет снега и где нет супер освещения. Здесь, разумеется, освещение идет от магазина, плюс еще отражается этот же свет от снега, и кажется, что вот она снимает ничего. Можете сравнить с первыми секундами данного отрезка примеров. Так, еще раз, основная камера, барабанная дробь. Как вы видите, зайцев пока нет. Зайцев нет, но они обязательно будут. Увеличиваем максимум еще раз. X10 с одной руки. Ну, чтобы посмотреть на один сплошной пиксель-пятно. Возвращаемся в исходную точку. Аппарат все это делает максимально плавно, в принципе. И пока зайчиков нет. Но это я подержал телефон в кармане около 2 минут. Посмотрим, что с ним все равно будет через какое-то время. В стабе было дело или не в стабе. Но сейчас съемка вроде бы ничего. С 2 рук, если снимать. Все, начинается дымка. Ждем завтрашнего дня. Кратко, если. Скорее всего, в ролике забуду сказать, что максимум X30 при увеличении на фото. Но опять же, любая фотография при X хотя бы 5 уже необходимо либо фиксировать очень неплохо руки, либо второй вариант, что чаще происходит, нужно фиксировать штатив.
фронталку мучить смысла больше нет, к сожалению. И фронтальная камера, день, 1080p, телефон за почти $1000, Vivo IQ00 9 Pro. Видите, как можно делать здесь сердечко, можно выбирать другое что-то. Сейчас попробую, кстати, выбрать. Единственное, к сожалению, здесь нельзя выбирать в онлайне. То есть необходимо это все делать не в онлайне, а выключая камеру. И в каком-то смысле это эпичный фейл. Почему? Потому что у Realme, допустим, есть уже функция, когда ты можешь в онлайне менять не только положение, допустим, самой съемки. То есть этот кружочек я могу двигать прямо по экрану, но и вид его. Вот сейчас, допустим, кружочек, там есть прямоугольник, есть сердечко, и еще есть возможность менять между основной камерой и фронтальной камерой, так называемые селфи, в онлайне. Здесь это делать нельзя. Понятно, что это а-ля программная фича, но снова хотелось бы в смартфонах, которые они считают флагманом, чтобы такие штуки были продуманы. Очень походит он в этом смысле на OnePlus в плане пофигизма к фронталкам и вот таким, наверное, элементам, как доп. Съемка. Очень странно, что в смартах до $300 они заморачиваются с этой темой, здесь прошивки им плевать. 4К 60 FPS, включено шумоподавление, можно его отключать, уровень фонового шума либо уменьшается, либо увеличивается. И сейчас я, допустим, его выключил, довольно ветрено. Если я его включу, то примерно так вы будете все окружающее слышать. Если встать, уже немного смеркается, но может быть от этого камере даже легче. Вы видите, что в некоторых местах уже включили освещение. Делаю X10 и нулевой эффект, назовем это так. То есть еще раз повторяю, что я больше за кроп видео, потому что то, как снимают с иксом, что угодно, ну, что-то лучше, что-то хуже, но по мне все довольно непотребно. В целом пока так. Ну плюс Карми, она пока не запотевает. Вчера она запотевала. Посмотрим, что сегодня ночью будет. Общаемся с камерами ночами. Съемка на ширик в красивом помещении. Немного теста автофокуса. Раз, два, три, 4, 5, 6. И для 4К 60 FPS это более чем достойно. Если здесь делать X помещение с хорошим освещением, X10, ну такая же беда, как в принципе и без. Разумеется, на ширик не перейти в режиме онлайн. Притом здесь, кстати, 4 вида стабилизации. Вот сейчас она отключена, и по большому счету, если ты не двигаешься и не ходишь, разницы особой нет. Я бы даже сказал, в каком-то смысле более плавная картинка. Ну что же, продолжение банкета. Будет ли впоследствии, получается, уже на следующий день, камера IQ00 9 Pro ловить зайцев и запотевать. Ну, она не запотевала, это зайчики. Очень похоже на то, что у меня было с одним из телефонов Realme в первое время. По-моему, это даже было с Realme GT. Да, я вижу уже. Хотя нет, это не дымка. Это эффект именно от ламп. Смотрим, что он сможет нам предложить. К слову, стаб можно выбирать только при начале съемки. Впоследствии можно только выбирать отключение либо включение шумоподавления. Вот сейчас стабилизатор включен. Также съемка с одной руки. Думаю, разницу вы замечаете. Притом она разительна. А самое главное, что дымки-то нет. Я еще чуть-чуть позже, ближе к 3 часам ночи проверю, потому что, может быть, телефоны начинают глючить между 2 и 3 часами ночи. Но не факт. В итоге, да, стаб. Я прям вижу кружочек, с которым стабилизатор пытается отрабатывать. Это так интересно.
Здесь на экране видно кружком, что происходит со стабилизатором при движении, в какую сторону он корректирует картинку и куда конкретно она дергается. Первый раз такое вижу. Вниз-вверх также реагирует. Очень интересно. Можно автофокус еще и ночью проверить. Снег и там снег. Ну, вообще быстро. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да вроде успевает. Давайте еще добежим до елочки. Насчет примеров фото, будут и примеры фото, смотрите, я понимаю, что не все блогеры, не все снимают, но не знаю, зачем тогда, в принципе, вам смартфоны, если вы только фотографируете. Может быть, как мне говорят, алгоритмы уже лучше зеркалок, но я не согласен. В целом, вроде бы все он справляется и с цветом, и со светом. 1080p 30 fps, ночь, и сейчас всего 1:30. Продолжение банкета Мурина. Будем проверять, основная камера будет ловить зайчиков или нет. Ловля зайчиков Vivo IQ00 9 Pro и 1:30 Мурина. Видите, как все оживленно. Пока все хорошо, но опять же мы в прошлый раз это дело поймали где-то через секунд, по-моему, 40, потом через минуту. Поэтому сейчас мы сможем оценить. Плюс я выключаю периодически шумоподавление. Вот, допустим, сейчас шумоподавление отключено. Шумоподавление включено. Фоновые шумы, такие как ветер, который сейчас присутствует, должен, по идее, исчезнуть. Вот сейчас, в данный момент, съемку веду с одной руки. Надо, кстати, перепроверить уровень стабилизации потом. Но меня больше всего интересует, как данные фонари будут отображаться в конечном видео. Повторяюсь, что смартфон позиционируется как очень шикарный по съемке. Пока я это подтвердить не могу из-за того, что в прошлый раз ночью он начал ловить зайцев. Притом физического запотевания линзы, как в Xiaomi-шных девайсах, я не видел. Но повторяюсь, что у меня была подобная история в Realme GT. После суток использования все исчезло. Возможно, это какая-то тема с алгоритмами, что они должны как-то где-то подстроиться и после этого уже адекватно работать. Но это не особо и важно по той причине, что по сути проблема исчезла, как и в прошлый раз, сама собой. Но у Realme я к этому морально готов, так как это уже было, и опять же тоже в аппарате на флагманском процессоре на тот момент. Вот. Сейчас этот девайс, выбивающий почти 1 000 000 баллов в Antutu, довольно неплохо справляется с ночной картинкой. И единственное, разумеется, я иду и снимаю с 2 рук. Почему так много видеопримеров? Возможно, кому-то они будут важны. Напоминаю, что при рендеринге с YouTube и рендеринге перед тем, как выкладывать это все дело на YouTube, каким-то образом качество, конечно же, теряется. И исходник, допустим, в том же айфоне, я повторяюсь, 1000-й раз сжимается практически, если брать ProRes качество, в 50 раз. То есть вполне возможно, то, что вы сейчас видите, будет иметь сжатие, ну не знаю, в раз в 8 как минимум относительно того, как снимаю сейчас я. Если вас картинка устраивает уже, а скорее всего она устраивает, потому что то, как я вижу, как виден дом, и несмотря на шумы вокруг него, но это надпись Mavis просто очень классно здесь оформлена. В целом так.
Минусы: USB Type-C версии 2.0, показатели шима не радуют, кривой русский шрифт, хотя к нему привыкаешь, маленькое разрешение у фронтальной камеры, разумеется, довольно серьезная печаль, это для меня отсутствие защиты от влаги и пыли, официальная IP68. Топить я его не буду, я прямо уверен, что она есть, но в рекламе она не заявлена, и значит будем считать, что ее нет. И довольно он габаритный, конечно, большой смартфон, хотя очень легко узнаваемый. К минусам, разумеется, я еще отнесу цену и довольно маленькая память, то есть при отсутствии возможности ее расширить, то, что нет варианта купить терабайтник, это фейл. Даже у Яблока это есть. Сколько стоит данный смартфон? Посмотрите по ссылке в описании к видео, вполне возможно цены рухнули, на что я и вы надеюсь, хотя это самый мощный смартфон в мире сегодня и уже как месяц. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, на 10% в последнее время выгружают прямо системно, то есть 2200 рублей от 22 тысяч, 700 рублей от 7 тысяч, хотя распродажа не идет, распродажа будет после 20-го, с 22-го. Но это лирика, подписывайтесь на телеграм-канал со скидками и следите, если вы что-то планируете покупать, ведь не обязательно использовать эти промики на этот конкретно смартфон. Хоть кофе покупайте, как я это делаю, и потом применяйте. И резюмировать мне бы хотелось про этот телефон в студии. В студии на данный момент пока нет шумки никакой, и эхо здесь эгегей. С одной стороны. С другой стороны, это не важно, вы хотя бы увидите, как если бы я снимал на него, это бы выглядело. Съемка ведется в 4К 60 FPS, что мне запомнилось. Первое, дизайн этого аппарата просто бомба нереальная. Нет людей, кому бы я его показывал, и на них не повлиял он никак. То есть всегда это было вау. Вау-эффект у меня лично не остался, наверное, по той причине, потому что был 12 Pro у меня недавно, у меня был GT2 Pro сейчас на руках, я сам пользуюсь iPhone 13 и плюс Pixel 6 Pro, и все это огромные телефоны, которые друг на друга похожи. Если брать по дизайну, тот же странный Huawei P50 Pro был бы моим выбором. Этот телефон выглядит волшебно. У него довольно быстрая зарядка, потому что за 15 минут 70% он набирает всегда. Понятно, что полностью он заряжается за 32 минуты. Ну и что? У него очень классные фотографии. Чтобы сказать, что они лучшие на данный момент, мне, наверное, надо еще посравнивать. По поводу мощности вы и так знаете, что это самый мощный телефон на рынке. Если вы будете брать не на 8 гигабайт оперативы, а чуть-чуть больше, вы будете выбивать в Antutu 1 миллион баллов. Насколько это круто, решать вам. Так как на данный момент нет глобалки, на данный момент мне не особо радуют шрифты, я не совсем понимаю, что там защита от влаги, а телефон, внимание, стоит $900. Ну, я не могу его вам советовать, потому что это как Master Explorer Edition. Он волшебен, он очень крут, ничего похожего я не встречал. Но ограничение, что не факт, что будет глобальная версия, довольно крупное. Плюс довольно крупный момент, что не факт, что вы его сможете продать на том же Авито, если он вам не зайдет. Если вы купите данный смартфон с нереально крутым экраном, 1500 нит яркости, это нереально круто, здесь максимальное разрешение. При том, что операционка реально видно, каким образом работает с частотой экрана. Помимо этого, просто космическая автономность, если вы ставите автогерцовку, у вас за 10 часов далеко улетает. Это все очень круто. Но китайская версия, понятно, что под глобал она как-то сделана, не факт, что будет в глобалке. Будет в глобалке, стоить будет нереальный космос. Если вы фанат бренда Vivo, вы понимаете, о чем я говорю. Если вы планируете пользоваться данным смартфоном в первый раз, я бы не стал его приобретать, потому что здесь нужно быть немного повернутым на BBK. Для меня BBK в плане повернутости довольно простой. Это в телефонах OnePlus, допустим, или в телефонах Realme. Их довольно просто перепродать, если вам что-то не зашло. По поводу IQOO, у них великолепные аппараты до 30 тысяч рублей, до 20 тысяч рублей. Q3, Q3S, посмотрите обзоры на канале, даже китайские версии, это просто бомба по железу за свои деньги. Здесь топ по железу за свои деньги, я не скажу в первую очередь, из-за отсутствия официальной влагозащиты, и в рекламе ее тоже нет. Поэтому я считаю данный смартфон оверпрайсом. Да, я могу ему сказать только для суперфанатов, либо людей, которые могут его в руках повертеть, потому что, конечно, если вы возьмете его в руки, вряд ли вы захотите с ним расставаться. Это реальный спойлер, возможно, он будет моим основным, я пока не решил. Pixel 6 Pro меня не радует. Ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что еще бы вы хотели увидеть на обзоре. Через пару дней вы увидите Realme GT2 Pro, и после него еще море всяких новинок, в том числе
новинки от Oppo. И эти новинки частично я буду разыгрывать. Пишем в комментариях, интересны ли вам такие обзоры на такие странные девайсы. От меня я могу сказать, что лучшего фото и видео по стабилизации это однозначно. Я не встречал в аппаратах вообще ни в каких. Ощущения, как будто ты со стабилизатором ходишь. По фото то же самое, но здесь на вкус и цвет. Я уверен, что сравнения будут тысячи. Может быть, вы хотите, чтобы я сравнил этот смарт с чем-нибудь? Если да, тоже пишем в комментах, с чем бы вы хотели сравнение. На лайв-канале, может быть, выгружу. Добра и удачи вам, дорогие друзья!